Всем привет! Отправимся сегодня на прогулку от станции метро Площадь Ильича до монастыря XIV века, в котором находился один из первых концлагерей советского государства. Пройдемся по Рогожской слободе, покажу плоский дом, который вы наверняка никогда не видели. Дом, в котором родился и жил Станиславский. Снимал квартиру Василий Шукшин. В общем, сегодня гуляем по Москве. Таганский район Москвы. Впереди меня станция метро Площадь Ильича. Она была открыта в декабре 1979 года. А название дано по расположенной на поверхности площади Ильича. Сейчас эта площадь называется Рогожская застава. В проекте же станция носила название заставы Ильича. Я стою здесь и прям наслаждаюсь вот этим январским солнцем. Оно так пригревает, не хочется отсюда уходить. Мне же идти надо вот в ту сторону, по улице Школьной, а там солнышка нет. А вчера вообще дождь шел. Напомню, на дворе январь месяц. Это, конечно, супер такая погода. Классно гулять. Пойдемте, поэтому гулять. Что касается улицы Школьной, это частичная пешеходная улица. В прошлом это первая Рогожская улица, название которой было связано с ее расположением в Рогожской слободе. Ух, а тут прям ветерок продувает. В конце 16 века, а во времена правления Бориса Годунова, она называлась Тележная улица. Ну а современное название улицы уже получила в 1919 году. Знаете, она напоминает Московский Арбат, только здесь такая более широкая улица и менее туристическая. Хотя она является тоже туристической. Видите, слева и справа это все доходные дома, дома ямщиков. Людей не особо много. Начались рабочие дни, праздничные дни уже закончились. Отпишитесь, ребят, в комментариях, как ваши новогодние каникулы прошли, чем занимались, какие посетили интересные места, может быть, выезжал кто-то в отпуск. Я все выходные новогодние провел в Москве, гулял, снимал елку новогоднюю, вернее, не новогоднюю елку, а новогоднюю Москву тоже выпускал ролик, поэтому кто не посмотрел, обязательно посмотрите. Так, здесь у нас что? Рождество, я так понимаю. Да, рождественский керлинг. 14 декабря по 12 января. Елочки стоят. Ага, вон, видите, ребята там поливают водой, я так понимаю. Не знаю, как они здесь будут все это дело проводить мероприятие, потому что на улице, говорю, солнце светит. И сегодня где-то +1, +2. Обещают до +5. Рождественский керлинг. Не посмотрел, во сколько начало. Ладно, я не буду их ждать, наверное. Пойдем дальше с вами. Вот этот красный дом, я знаю, это дом ямщика Ершова. Давайте позади себя покажу дома, как выглядят. Вот такая улица, широкая, пешеходная. Давненько я здесь не был, очень давно. Да, ребята готовят. А вон эти от керлинга, как они называются, штуки, которые не катают. Напишите, ребят, в комментариях, как они называются. Вылетело из головы. А, вот расписание, наверное. Расписание сеансов с 12:15 до 13:15. Рождественский керлинг. Можно записаться онлайн. Прикольно. Чемпионат. Елочек столько много, цветные игрушки. Классно, когда проводят всякие разные мероприятия. Так, давайте вам покажу дом ямщика Ершова. Слушайте, ну богатый дом, богатый. Многие здания, дома занимают офисы различные. Дальше у нас елочка стоит, туалеты, потом павильон по продаже, наверное, сладости, кофе. В общем, с 1952 года по Школьной улице ходили трамваи даже, представляете?
Однако уже в 1980 году движение было закрыто, а саму улицу превратили в музей под открытым небом. Давайте-ка я вот сюда зайду, посмотрим заодно, как выглядят с той стороны эти домики. Люблю я заходить в такие места, потому что, давайте ворота покажу, металлические, резные. Потому что фасад иногда бывает очень красивый, а заходишь во двор, там страх божий. Вот видите, что-то вот подобное. Краска уже облезла, надписи какие-то непонятные. Ну, здесь просто стоянка. О, смотрите, дом воткнули. Вот так выглядит с этой стороны. Слушайте, а тут прям все в едином стиле. Как будто бы, знаете, пристройку сделали внутри. И там то же самое. Да, скорее всего, вот этот участок уже был пристроен новый. А вот это уже старый. Видите, брусчатка еще такая лежит. Старинная. Я же сейчас пройду полностью по Школьной улице до Товарищеского переулка. Там уйдем налево, пойдем усадьбу посмотрим. О, какой дом интересный. Причем, заметили, домики все разные. О, экскурсию проводят. Это, наверное, московское долголетие. Проект московский для пенсионеров. Прогуливают их по Москве, рассказывают истории. Надо сказать, хороший проект. Напишите, ребят, кто, если из вас на пенсии, есть ли у вас подобные проекты в ваших городах. В Москве очень много делают для пенсионеров. Ну, это не забываем еще и электорат, который голосует за власти московские, назовем их так. Ну и не только. О, смотрите, какая красотень. Слушайте, это какое-то прям, скорее всего, церковный дом. Потому что над входом, видите, крест. Таблички жалко никакой нет. Что это за здание? Очень плохо, что нет табличек. Собянину надо таблички здесь повесить. Чтобы было показано и рассказано, что это за дом, кому принадлежал, когда построен. Ну, интересно же, ты идешь по исторической улице и не знаешь, что за дом. Новодевичий монастырь к 500-летию основания. О, я же снимал тоже Новодевичий монастырь. Видео тоже есть на канале. Посмотрите, там еще Новодевичье кладбище снимал. Так, вот еще одна арка. Давайте туда пройдем, тоже посмотрим. Но я думаю, там то же самое будет, как я до этого зашел. Но, тем не менее, надо зайти посмотреть. Убедиться. И все-таки, наверное, да, я прав. Вот эти старые дома, а дальше, когда проходишь, здесь уже пристроили новое. Потому что вот кирпич отличается. Ну да, здесь уже мусор, грязь. В общем, я понимаю, для чего это пристроили, потому что земля, наверное, дорогая, а это лишние офисы, которые стоят больших денег. Все зарабатывают. Тут тоже, наверное, брусчатка старая прям. Не берусь утверждать, но похоже. Как классно, как-то светит солнце. Слушайте, я прям нарадоваться не могу. Эта зима и осень меня в Москве прям радует. Особенно после Сербии, после сербской осени и зимы. Это нечто. Еще бы не было ветра. Сейчас ветер дует. Ну, видимо, потому что у меня слева и справа дома. И здесь такая улица. Она продувается. Ювелир, букетница, подарки. Ну, классно здесь прогуляться. Конечно, она, считаю, недооцененная москвичами и гостями столицы. Так что, кто будет в Москве, можете приехать сюда, прогуляться. Вообще, я сейчас дальше пойду, еще покажу там другие улицы. И, думаю, хороший маршрут у меня будет. Можете взять его на заметку себе. Так, улица Школьная. Мне нужно перейти дорогу, идти вот туда дальше, к тем домам. Потом мы с вами уйдем налево, обойдем все эти дела, которые я себе запланировал.
И, наверное, вот там где-то выйдем. Да, точно, скорее всего. Ага, трамвайчик. Ох, сколько соли здесь. Но гололед в любом случае, говорю. Вчера дождь шел. Ледяной дождь, ледяной снег, как его называют здесь. Здание Сбербанка. Веселый трамвайчик. Нарядный. Это большая, так, Андроньевская улица в ту сторону. Мы же с вами пойдем дальше сейчас. Там также доходные дома. Покажу еще дом, где Василий Шукшин приезжал, когда в Москву поступать учиться. Он жил некоторое время. Ну, Шукшина вы все знаете. Это, считаю, один из, наверное, лучших артистов своего времени. И, конечно же, было много. Папанов, Леонов. Кстати, недавно фильм шел по интернету. Я телевизор не смотрю, но в интернете там есть каналы с художественными фильмами. И фильм шел, сейчас скажу, «Старший брат». Играл Леонов, Караченцев и Боярский. Ну, Боярский там такого мерзкого типа играл. Ну, ему роль подходит, кстати. Караченцев красавчик, Леонов прям красавчик. Других не помню артистов, их имена, фамилии, но тоже известные. Прям очень прикольный фильм, классный. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Ну, я думаю, все смотрели этот фильм однозначно. Ну, я думаю, даже люди, которым, может, 20 лет там... Вот, мы там с вами выйдем, кстати, да, сейчас обойдем вокруг, и на той стороне выйдем. Мне же, наверное, вот в ту сторону идти, да, туда. Где тут пешеходный переход? Где пешеходный переход? Ага, вон в той стороне. Ну, давайте, дойду до пешеходного перехода, не буду уже нарушать и перейду с той стороны, заодно посмотрим, как выглядят с той стороны домики. Что касается фильма, я думаю, если вам 20 лет и больше, то фильм тоже к просмотру, я думаю, обязательно. Хорошая игра актеров, сюжет сам фильма классный. В общем, рекомендую. Добровольческая улица, Товарищеский переулок вот туда. Мы с вами пойдем по... Да, мы с вами по Товарищескому пойдем, только пойдем налево. Вот сюда пойдем. Кстати, обратите внимание вот на этот дом сразу же. Это усадьба Баулиных. Конец 18 века. После пожара 1812 года здание восстанавливалось. И Баулины продолжали владеть им вплоть до революции. В общем, до октября 1917 года. Адрес я сказал, да? Товарищеский переулок, 31. Это, я так понимаю, флигель с левой стороны. Львы такие над окнами, смотрите. Давайте я поближе подойду. Мне нравятся вот такие дома. О, как красавчики такие. 3 льва. Здания, кстати, вернее, не здания, а помещения пустые. Не знаю, что там было, но сейчас пусто. Вот, видимо, какая-то фирма. И сразу на этой стороне вам дом покажу. И вот тут тоже, видите, нету табличек, что за дом. Если в центре Москвы гуляешь, там по Тверской даже той же самой, висят какие-то таблички, указывающие, что за дом, кому принадлежал, кто жил, то здесь почему-то этого нет. Вот это, я предполагаю, городская усадьба Силкина. Начало 19 века постройка. Но здесь идет реставрация. Потому что второй этаж, смотрите, обваливается. Штукатурка. Да, точно, 27-й. Это и есть. Реставрирует дом. Ну, хорошо. Давайте с этой стороны покажу. Ух, слушайте, прям пальцы замерзли. Это 25-й дом. Мне нужен 23-й. Балкон какой узкий, смотрите.
Прям узенький. Там ни стул не поставишь. Просто вышел, наверное, постоял и зашел. И, скорее всего, здесь раньше был центральный вход в этот дом. Сейчас он закрыт, заварен. Окна какие интересные. Балкон тоже, видите, штукатурка там сыпется. Что-нибудь прилететь может сверху. Застройка, видите, современная идет и старая. Вот двухэтажный дом стоит с левой стороны. Ну и вот с правой тоже. Это усадьба 19 века. Низ каменный, а второй этаж, смотрите, деревянный. Балки деревянные. Как ужасно покрашено, смотрите. Видимо, была реставрация когда-то. И вот это прям ужас. Камера, возможно, это не передает, но я вижу глазами. Это, конечно, ужас. О, смотрите, сколько здесь стоит парковка. Первые 30 минут 50 рублей, начиная с 31 минуты 150 рублей в час. Нехило. Слушайте, большой дом. Так, это 24-й дом, строение 4. Это уже усадьба Коровиных. В этом доме родились братья-художники Сергей и Константин Коровины. Кто знает, ребята, их работы, напишите в комментариях. Я, к сожалению, не знаком с их работами, но вот в этом доме они родились. Известные художники. Так, вернусь чуть-чуть назад, чтобы с торца вам показать. Вот это большое здание. Это Товарищеский переулок 22. Вот это здание строилось как училищный дом. И здесь в 1918 году Ленин выступал на Московской областной конференции работниц. Первые два этажа, видите, как бы отделяются, да? Сверху кондиционер идет, и вот такая полоса идет. Были построены эти два этажа в 1910 году, а все остальное, верхнее, в 1938 году. Пойдемте сейчас прямо, и там дальше свернем в Большой Факельный переулок. Какое красивое название, Большой Факельный переулок. Во дворах там какой раз, два, три, 4 этажа дом. Тоже такой старенький, кирпичный. Это тоже кирпичный дом с узкими окнами. Интересный знак. Какой-то экзит, что ли, написано, выход. Не пойму. Это уже в 20-е века построено. Школа, что ли. Птички поют. Слушайте, прям весна. Весна, весной пахнет. Друзья, я переместился на улицу Таганская ради вот этого дома. Посмотрите, это плоский дом построили в 1910 году, а уже при советской власти здесь располагались коммунальные квартиры. Видите, угол дома, как будто бы просто плоская стена. Но на самом деле я просто встал под таким ракурсом, под таким углом, что он таким и кажется. И если зайти чуть-чуть вот сюда, правее, вот видите, пошла стена углом. Вот такое необычное явление. Все, мы с вами перемещаемся назад к нашей прогулке. Дальше продолжается у нас с вами тоже историческая улица, но я сверну сейчас направо, потому что мне нужно будет направо и еще раз направо, и пойдем в сторону церкви, в сторону монастыря. Сворачиваю в Большой Факельный переулок направо. И впереди меня как раз таки улица Солженицына. Мы тоже на ней повернем направо и пойдем по ней. А есть еще Малый Факельный переулок. В общем, Большой и Малый Факельный переулки, они были так названы в 1919 году. Оказывается, в 18 веке здесь был вокзал, освещаемый факелами. Представляете? Вокзал освещали факелами.
И тогда само слово «вокзал» означало увеселительное место с музыкой. В общем, развлекался там народ. Какой дом длинный. Это уже 20 век постройки. Давайте сейчас обгоню людей. Опа, обогнал. Ух, тут тоже прохладно. Солнца нет. Закрывает дом солнца. С левой стороны у нас церковь. Вообще я составлял два маршрута по именно этой локации на Таганке. Один маршрут, как вот я сейчас иду, ухожу направо. А второй маршрут должен был начинаться, по-моему, как раз-таки с улицы Солженицына и налево, мимо вот этой церкви. Поэтому я не буду про нее ничего рассказывать. Просто вам покажу. Вы на нее посмотрите. Колонны какие там красивые. И уже оставлю ее на потом. В общем, вот этот 17-й дом. Это два двухэтажных дома. Вот первый и вот второй как бы. В 1917 году построили. Ну, сейчас фирмы там располагаются. И пойдем дальше по улице. Я на улице Солженицына уже. Здесь также у нас старенькие домики. Ремонт идет зимой, перекладка труб. Ну, Россия, как всегда. Что они летом делают, если зимой все перекладывают, непонятно. Ну, хотя сейчас зима такая, что можно в любое время, наверное, уже заниматься работами. Не удивлюсь, скоро плитку начнут класть зимой. Это так я, отступление, мысли вслух. Так, флаг Москвы. Видимо, здание занимает какое-то учреждение правительства Москвы. Центр организации дорожного движения. Ну да, принадлежит властям Москвы здание. Вернее, там они находятся. Кому принадлежит здание, не знаю. Возможно, городу и принадлежит. Трехэтажное здание, третий этаж. Тоже похоже, как будто бы надстраивали. Хотя, возможно, и нет. Видите, я возвращаюсь как бы назад, параллельно улице, которую мы только что с вами шли. Здесь еще два особняка будут красивых. Они на той стороне, как раз таки на левой стороне. И дом, где жил Шукшин. За забором не видать, что там. Здесь и движение прям побольше. Машин столько ездит. Та улица была тише намного, чем эта. Этот ремонт, видите, идет здание. О, как интересно сделано. Вынесли в эту часть, что это мансарда. Необычное оформление. И тоже никакой надписи. Кому принадлежал дом. Что здесь такое? Герб, что ли, смотрите. О, а наверху лев. Что-то, знаете, из римского, наверное, да? Похоже. Вот там плуг они пашут, видите. И запряжены в плуг. Ну, похоже на львов. Больше похоже на львов, чем на быков. Вот на этом здании есть надпись. Наконец-то. Первая надпись, которую я увидел. Так, усадьба 18 века. Вот, просто усадьба 18 века. Кому принадлежала? Ну что, трудно было написать? Ну, возможно, предположу, что они сами не знают, кому принадлежала. А иначе бы информация была бы здесь. Так, 27-й дом. Вот, видите, за оградой усадьба. Это усадьба Абрама Абрамовича и Варвары Алексеевны Морозовой. Давайте-ка я опять возвращаюсь на эту сторону.
Он экскурсию проводит там. Здание было возведено в 1820-1830-х годах на основе более старого здания конца 18 века. Ну и после прихода советской власти в усадьбе были расположены коммунальные квартиры. А сейчас здесь Российский союз товаропроизводителей, что ли. Вот экскурсию проводит мужчина женщинам. Такие псевдоколонны встроены, видите? Ну, красивый дом. Купеческое общество к нему пристроило два здания слева, справа, и дом бесплатно. Так, и давайте вот этот 34-й дом покажу вам. Это городская усадьба, тоже начало 19 века. С вами встречаемся еще раз. Помните, я говорил, что Василий Жигарев, в том же доме, собственно говоря, поселился Алексей. Сейчас пойдемте взглянем на место. Дом, который перестроили Алексею. Слушайте, а вот эта усадьба, знаете, это усадьба Алексеевых. Первый дом на этом месте был построен в 1767 году, который впоследствии перестраивался неоднократно. И вот в таком виде он дошел до 1907 года. Давайте сейчас подниму камеру вверх, чтобы посмотрели туда. И вот этот флигель левый, нет, подождите, вправо, да, вот в этом правом флигеле. Вот в этом правом флигеле родился Станиславский. Это будущий режиссер, актер. В советские годы, слушайте, можно пройти, давайте вот сюда зайду. В советские годы здесь были устроены коммунальные квартиры. И некоторое время вот в этом доме жил Василий Шукшин, когда приехал учиться в Москву. Получается, у нас там левый флигель, центральный дом и правый флигель. Давайте-ка я прямо сюда зайду. Не думаю, что кто-то будет возражать, что я сниму такую красоту. Шикарный дом. Вот там марка проездная. Давайте-ка пройдем с вами, посмотрим, что там в этой арке. И потом уже выйдем назад на улицу. Понятно. Построен дом. Ну, Москва не перестает меня удивлять. Я говорю, я здесь очень-очень давно не был. Поэтому интересно пройтись, походить, посмотреть. Так, экскурсия. Перейду-ка я сейчас на ту сторону, чтобы не мешать людям. Ну и они тоже мне не мешали. Мужчина там громко в эту штуку свою кричит. Как раз я сейчас выйду к Николо-Ямской улице. Вот впереди меня Добровольский переулок, а мы с вами вот оттуда вышли, с улицы Школьной. И дали кружок такой. Также слева-справа старенькие домики, купеческие. Таганская вообще старый тоже. Вернее, район Таганский старый. Церковь Сергия Радонежского построена в 18 веке. И улица Николо-Ямская.
Это одна из старейших улиц в городе. И когда-то она была древней дорогой на Владимир. В 16 веке Борис Годунов здесь поселил ямщиков, а уже в 18-19 веках на Николаямской улице селились преимущественно купцы и фабриканты. Мне же надо пройти, по-моему, вот туда дальше, в ту сторону. По-моему, да. Все правильно иду. Так, по карте просто в голове вспоминаю. Мне нужна Андроньевская площадь и усадьба Лепехиных. Вот это она, кстати, и есть Лепехиных, да, усадьба. Вот мы сейчас к ней с вами переместимся и продолжу уже там. Давайте покажу тогда, как здесь выглядит, раз уж я здесь. Вот такой обзор. Пока зеленый идем с вами. Вот, да, я хотел вот как раз таки вот прямо пойти. Это второй маршрут свой. Прямо, потом там уйти на улицу, по которой мы с вами шли только что. И продолжить там. Вот такой он, Таганский район. Ну, конечно же, это малая его часть Таганского района. Все, ребят, давайте я тогда выключаю камеру и включусь уже вот там. Друзья, Андроньевская площадь 4, строение 1. Это усадьба Лепехиных, 18 век. Главный дом, а слева, видите, где арка, это левый флигель. И следующий дом, 6, это городская усадьба Хрящева и Шилопутиных. Идет реставрация главного дома, видите, его завесили фальшфасадом. А слева и справа это 2 флигеля. Изначально каменный дом из 2 этажей построили в 1790 году. В 1860 уже был надстроен 3-й этаж, а в 40-х годах надстроили еще 2 этажа. Ну и теперь все это дело здесь ремонтируют. Не знаю, как долго, но судя по этому фасаду, очень-очень давно его повесили сюда и не ремонтируется. А в северном флигеле, это вот, скорее всего, вот этот правый, находится музей Андрея Рублева. Я, конечно же, хотел вот этот вам дом показать, но как есть. Приду, значит, в следующий раз. И сделаю фотографию, выложу ее в Телеграм. Кто на Телеграм-канал не подписан, обязательно подписывайтесь. И впереди меня ждет Андронников монастырь. И здесь же находится центральный музей, по-моему, сейчас скажу, как называется, древнерусской культуры. Сейчас зачитаю. Древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, основанного в 1947 году. С правой стороны башня, слева тоже башня. Давайте сейчас пройдем через вот такой маленький парк. Это Андрей Рублев. Расскажу немного про монастырь и прогуляемся по его территории. Надеюсь, вход туда открыт. Андрей Рублев. Да, люди выходят, поэтому пойдемте. Вот она, эта табличка. Центральный музей древнерусской культуры. В общем, что касается монастыря, он был основан в 1357 году. Сначала это был деревянный монастырь, после пожара уже его перестроили и построили каменный. И до 1918 году в нем располагался мужской монастырь. Белый цвет идет, конечно, камню,
красиво смотрится. Крепость своего рода, небольшая. Пойдемте на территорию. Не знаю, вход платный, нет. Сейчас все узнаем. Там левая башня. Вот какая интересная тоже башенка. Деревянная сверху. Как колпачок. Не, вернее, как шапка у Незнайки. Часы работы музея. С понедельника. Давайте сейчас подойду поближе. Сниму вам часы работы. Может, кому-то интересно будет. Сделайте скриншот, сохраните. Ну и пойдемте. Предполагаю, что по территории... Слушайте, какая прям интересная кладка. И такая широкая, толстенная. Настоящие кельи. Конец 17 века. В общем, предполагаю, что по территории ходить можно бесплатно. Вот как я сейчас зашел уже. А если куда-то именно в здание зайти, то нужно будет оплачивать. Давайте начнем слева направо тогда. Вид на бывшую церковь Архангела Михаила, примыкающую к трапезной палате. Впереди кафе. Да, кафе. Есть туалет на территории. Заходите с левой стороны, вон табличка нам показывает. В общем, можно прийти сюда погулять. Так что, кто будет в Москве, если вам интересны такие места, приезжайте. А давайте-ка заглянем сейчас. Посмотрим в той стороне, где туалет, что там. Вот бы еще вот по этим стенам бы пройтись. Смотрите, стена как бы идет чуть-чуть вверх, да? Под наклоном. Туда, вверх идет. И предполагают вообще, что здесь похоронен, именно на территории, похоронен Андрей Рублев. Но в 1927 году некрополь был полностью уничтожен. Так что, наверное, сказать на все 100%, что он здесь был похоронен, уже нельзя. Потому что это всего лишь предположение. И здесь также была похоронена мать жены Петра Первого, Евдокия Лопухина. Вид с запада на архитектурный ансамбль бывшего монастыря. Ну, видите, он такой полуразрушенный был. В этом храме, возведенном в 17 веке, попечение после русской царицы Евдокии Федоровны и ее сородичей Лопухиных находится усыпальница многих представителей всего древнего боярского рода. Ну, Евдокия — это у нас мать жены Петра Первого. Ее палаты же я вам показывал. Помните видео про Новодевичий монастырь? Вот уже второй раз вам напоминаю про это видео. Обязательно посмотрите. В том видео я как раз таки показал ее палаты. Храм открыт. Великий русский художник Андрей Рублев в начале 15 века вместе со своим другом Данилом Черных расписывал Спасский собор. Здесь же он был погребен в 1430 году. Вот видите, табличка утверждает, что он здесь был погребен. Хотя на все 100% этого сказать нельзя. Церковь Михаила Архангела. Ну да, вот эту церковь и строили как бы по заказу Евдокии. Еще интересный факт есть. Здесь билетные кассы. Еще интересный факт есть, что Петр I сослал свою жену Евдокию в монастырь, и даже существует версия, что он вообще хотел ее казнить. А все из-за того, что он нашел себе новую фаворитку на тот момент, любовницу Анну Монс. Колокола.
Постоянная экспозиция, музей, выставочный зал. Давайте так, кружок дадим сейчас. И туда пойдем в сторону выхода. Кажется мне, что можно подняться. Давайте-ка это и сделаем. Запрета нет, значит можно. Что касается дальше истории. После революции 1918 года и до 1922 года здесь был один из первых концлагерей. Именно который, как не принадлежал, наверное, устроили его в ВЧК. И был он здесь для офицеров и политических противников новой власти. В лагере, кстати, производились массовые расстрелы. Так что это еще такое место, знаете, памяти и скорби. Поезд МЦК идет. Так что вот, люблю я вот на такие вещи смотреть, именно залазить, прочувствовать все. Когда просто ходишь, как бы, да, все красиво, но хочется чего-то большего всегда. Поэтому залезть на стены, это же прям прекрасно. Показать вам вот этот вид. Два поезда. МЦД это. Московские центральные диаметры. Два поезда. Это значит, что он ходит. Вот там можно спуститься. А давайте спустимся. Как раз получается, мы как бы во дворе будем и пройдем сейчас. А, нет. Назад я не пройду. Да, там еще и загородили. Ладно, пойдемте назад тогда. Что касается МЦД, это поезда, значит, ходят до пригород, ну, в Подмосковье. Подмосковье. Через Москву центральную также останавливается возле метро, метрополитена, чтобы было удобно пассажирам пересаживаться и ехать дальше. В общем, транспорт в Москве устроен на все 100 баллов. Очень хорошо ходит все. Ребят, смотрите, какой камень увидел. Здесь, наверное, я так понимаю, похоронен. Так, монах Митрофан, наверное, 1894 год скончался, 2 марта. Что еще касается монастыря? В период 1922 по 1928 года в монастыре находилась колония для беспризорников. А в 1928 году во всех помещениях, в том числе и в храмах, было устроено что-то вроде общежития. И здесь проживали рабочие. В общем, знаете, такой рабочий поселок, можно сказать. Ну, грубо так. А что вокруг стоят ограждения, живут люди. По сути, вот такое сообщество рабочих. Здесь экспозиция, видите, под стеклом. И указывается, что есть надгробная плита, есть потом фрагмент надгробной плиты Аксиньи Богдановны, жены стольника Ивана Андреевича. Надгробная плита Анны Ивановны, дочери. В общем, надгробные плиты здесь. Каких-то, наверное, именитых людей. Кто любит смотреть вот что-то такое, да, вот подобное, камни, старые надгробные плиты, это съездите в любой монастырь, и это все прям под открытым небом. На все можно посмотреть и потрогать, если нужно. Ну, здесь, видите, убрали под стекло, видимо, чтобы надольше сохранилось. Территория монастыря, смотрите, такая большая, да? Много строений. И вот в этом, в деревянном здании, там какие-то учебные классы, что ли, я не понял. Сидят люди за столами, что-то записывают. Может, лекция идет. На территории елочка еще стоит. В общем, вот так мы с вами, ребят, прогулялись по Таганке. И я буду заканчивать. Спасибо, что смотрите, пишите комментарии. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят, всем пока!